Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами снова путешествуем по дикому, неизведанному Крыму. Сегодня мы едем на одну из самых красивейших смотровых площадок Крыма, но туман, который в горах, может нам помешать, и мы не увидим виды. Надеюсь, что он сейчас рассеется. Пока едем по горам, это Кемерия, находится в районе Тихой бухты, Коктебеля, Орджоникидзе. Здесь много диких цветов, дикие пионы, какие-то желтенькие цветочки. Сейчас вам все буду показывать, друзья. В горах красота невероятная. Смотрите, настоящие дикие горные пионы. Они уже здесь полным ходом цветут. Некоторые только сейчас начнут распускаться. Поэтому приготавливайтесь, езжайте в Крым. Вы успеете как раз на цветение пионов. Рядом с ними цветут какие-то желтые цветы, но это точно не пионы. Хотя, может, действительно пионы. У них такие же листочки, как и у пионов. Кто знает, что это за желтый цветок, напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь их прям очень и очень много в поле. Посмотрите, все поле, полностью склон горы засеян этими цветами. Ну, конечно, пионы безумно красивые, крымские. Обязательно стоит приехать на них и полюбоваться. Их очень много в районе Белой скалы. Туда мы с вами на днях тоже отправимся, я вам их покажу. Красота. Нашел семейство пионов. Их здесь прям очень много. Просто невероятно видеть это в дикой природе. Как они вот так красиво растут среди поля. Согласитесь, это очень красиво, друзья. Кто вам еще покажет такую шикарную крымскую природу? Никто. Вот такая красота у нас сейчас в Крыму. Крымская весна, как говорится, уже наступила. Потеплело, повылазили цветочки, пионы. Их здесь просто миллионы. Надеюсь, что сегодня еще встретим дикие тюльпаны. Конечно же, по камере будет непонятно, как обычно. Понятно, друзья. Вот видите, справа обрыв, тучи прям над нами. Здесь вот они. Туман летит. Давайте остановимся здесь. Прям сюда. Тормози и подснимем это. Аккуратненько. Сейчас станет, что ничего видно не будет. Тормози. Вот. Друзья, посмотрите, как летит туман. Просто снизу вверх поднимается. Не знаю, по камере видно вам или нет. Давайте немножко приближу, чтобы качество было получше.
Это просто он на такой скорости перелетает от моря в нашу сторону. Мы практически в середине тучи находимся. Снизу вон там видно море. Цвет моря просто бесподобен. И здесь такие зеленые холмы. Настоящая наша Кемерия. Но ветер, конечно, сильный. Смотрите, какие прекрасные цветы растут прямиком на дороге. Их здесь сотни прям. Смотрите, вся дорога усеяна желтыми лепестками этих цветов. Просто такие красоты. С этой стороны у нас открывается вид уже на поселочек Орджоникидзе. Вот он начинается. Но сейчас мы дальше доедем по смотровой. Там будет еще красивее. Вы посмотрите только, что с этой стороны творится. Едем на Ниве сегодня. Просто вот так туман вылетает снизу, можно сказать, с моря. И через гору перебирается. Вот такая здесь красота. Посмотрите. Во, невероятно. Зрелище невероятное. Просто. Еще в горах Крыма встретили вот такие красивейшие ирисы, цветочки. Посмотрите, какие они пушистики. Просто. Выглядит все это невероятно, друзья. Еще и вот с такими видами. Вон Орджо внизу. Давайте спустимся чуть пониже, посмотрим на красоту. Мы добрались до смотровой площадки. Сейчас буду вам показывать сумасшедшие виды, которые с нее открываются. Находится она прям возле поселочка Орджоникидзе, между Орджоникидзе и Коктебелью. Сюда можно заехать даже на машине. В общем, показываю. Конечно, сильные ветра нам сегодня не нужны. Здесь вот такой камень находится прям над обрывом, друзья. Смотрите, на кране остановитесь, как это делаю я. Это очень опасно, но вид на миллион просто. Смотрите, какая здесь красота. Бескрайнее синее море. И вон там в Орджоникидзе сейчас солнышко. Туда попадают лучи солнца. Конечно, на такое море, там еще и шторм, можно действительно смотреть вечно. Посмотрите, холмы уже зеленые, вид просто бесподобный. Отсюда еще получаются самые шикарные фоточки. Если будете в Орджоникидзе, обязательно посетите эту смотровую площадку, друзья. Я постараюсь в описании оставить GPS-меточку, чтобы вы смогли доехать сюда по GPS-навигатору, прямо на это место. Но виды бесподобные, просто все вокруг просматривается. И цвет моря сегодня шикарнейший у нас. И вон там уже идет Коктебель. Вон там в море кто-то плавает. Возможно, это карадакский змей. Вдалеке, видите, такая полоса белая. Конечно, очень и очень здесь красиво. Эти холмы зелененькие. Тут еще у нас тучка прямо возле нас. Вот она проходит. Туманная вот такая. И вон вдалеке видно мыс Хамелеон. В общем, друзья, места бесподобные. Смотровая площадка, друзья, не опасная. Не пишите, что здесь опасно. Конечно, если вы прыгать не собрались. Но здесь идет такая хорошая дорожка. Камни держатся нормально. Но на самый край, конечно же, вообще нигде не стоит становиться. Ни в горах, ни на таких смотровых площадках. Будьте аккуратны, все у вас получится. Но виды, которые вы отсюда получите, они просто фантастические. И в душу вам они западут навсегда. Это на память на всю жизнь, считай, что вы здесь побывали. Смотрите, какая красота за мной открывается. Просто восхищаюсь Крымом. В каждом уголке Крым прекрасен по-своему. Смотрите, на своем канале сказали, чтобы я не ходил на смотровую, а Евгений сам идет, рискует своей жизнью, хотя опыта у него такого, как у меня, нет. У меня есть хоть какой-нибудь опыт. Смотри, сейчас он меня еще пугать здесь будет. Ко мне не подходи. Отходи тогда. Куда я здесь спрыгну со скалы? Отходи, говорит, со скалы прыгать? Отходи. Но мне надо к краю подойти и снять. Зачем? И он сказал, что не подходил на край. Смотрите, какая. Не трогай меня! Не трогай меня! Видите, друзья, сразу боится. Давай, давай! Да не трогай! Смотрите, куда становится на камень. А на меня говорят, что это опасно, а сами? Высота здесь. Разоблачение в прямом эфире. Здесь огромная высота и очень страшно. Еще когда дует ветер, такое ощущение, что он сейчас поднимет и унесет. Но тебя точно не унесет. Тебе можно не бояться. Просто самый лучший вид на море. Смотрите. У-ху! Красота, друзья. Будете
в Крыму, обязательно посещайте такие места, не только пляжный туризм, но еще вот такой пеший по горам. Здесь, правда, сильный ветер, не знаю, скорее всего, микрофон даже не спасает, друзья. Ветерок действительно такой приличный дует. Ого. Итак, друзья, заехали в озеро Бараколь. Оно немного пересушено наполовину. Что такое? Что, застряли, заглохли? Ну не застряли же? Не пугай так нас. Блин, Евгений, давай выйдем посмотрим, что там. Застряли, говорю. Вот это следы. Серьезно? Да. Давай выйдем, подложим что-нибудь, лопатку. Что у нас Лопата ничего в багажнике. Как ты ее подложишь? Под колеса. Здесь уже озеро, видите, друзья, мокрое, реально можно застрять. На машине сюда не заезжайте. Все, выехали? Да, вот реально, смотрите на следы. Здесь реально можно забуриться на машине. Кажется, что сухое, но там на самом деле грязь в нем. Страшно. Жесть. Ужас. Я думал, все, пацаны. Да вызвали бы трактор из села. А как ты вот сюда доехал, там бы сел? Пешком бы трактор пошли, и он бы доехал до сюда. Без экстрим-контента мы не умеем. Вы только посмотрите, в какое красивейшее место мы прибыли. Это долина скифов, но выглядит невероятно. Эти зеленые холмы, как будто из каких-то действительно фильмов. Посмотрите, какая здесь красота. Проехали мы, конечно, очень много через все вот эти горы по лесу. Дорога была сложной. И вот здесь уже находится такое раньше, называется долина скифов. Сейчас пройдемся по ним, посмотрим. Там находится озеро. Но сюда можно уже приехать из Старого Крыма, легко доехать сюда. Сейчас покажу вам всю территорию. Но здесь, конечно, очень красиво, все так зелено. Посмотрите на это небо. Очень здесь красиво, прям невероятно. Вот такие места есть у нас в Крыму. Смотрите, сейчас отправимся в это место и покажем вам. Вот такой здесь вход. Здесь типа разыскиваются опасные преступники. Вон фото Евгения, Один сейчас на тебя покажем. похож, кстати. Смотрите, вот и запомнили его лицо? Посмотрите, вот он. Такой же, тебе еще брови такие сделают. Реально на тебя похож, Евгений. Какие удивительные места, друзья. Тут у нас началась настоящая крымская весна. Здесь прям все зелено, высокая трава. Даже какие-то фиолетовые цветы здесь растут. В общем, место действительно уникальное. Здесь первый раз в своей жизни. Вот такое здесь красивое озеро находится. Посмотрите, у них есть своя лодочка. Они сказали, что запустили сюда карася, карпа. Ну, в общем, разную рыбу. Здесь потом можно еще будет ловить рыбку с удочки. Ну, вот такое интересное нашли место отдыха в Крымских горах, можно сказать. Вот такой здесь домик. Наверное, сдается летом для жилья, возможно. Тут солнечная батарея. Так разрисован красиво. И вот такой прекрасный живописный вид на озеро. Вы просто посмотрите на это. Друзья, ну природа в Крыму меня поражает с каждым разом. Каждый раз находим какое-то интересное место. Такое озеро. Ну, у меня слов нет. Мне здесь прям очень понравилось это местечко. Называется Долина Скифов. Загуглите, напишите в интернете и найдете эту точку. То есть такая тоже красивая беседка. Сейчас подойдем поближе. Покажу. Вокруг озера сейчас обойдем. Там тоже какие-то домики. Они сдаются, скорее всего, летом. Вот такая здесь есть беседка. Людей здесь совсем нет. Вот действительно можно приехать и спокойно отдохнуть на природе. Заварить чаек, пожарить шашлыков здесь. Здесь все окультурено. Вот так из дерева сделано. Мангальная зона есть. Чайничек. Ну и вот такая беседка. И все самое главное, что это далеко от цивилизации находится. Вот такие, друзья, у нас есть удивительные местечки в Крыму. Согласитесь, действительно очень и очень красиво. А природа какая, еще птички поют. Просто, у меня просто нет слов, чтобы выразить все это. Так, диванчики вот такие из поддонов сделали. Ну, в общем, есть все необходимое для отдыха. Здесь тоже, посмотрите, такие скамеечки и столик из природных материалов, из дерева сделаны. И тут тоже находится мангальчик.
Так, давайте пройдем дальше. Спа. Мы идем в спа. Здесь тоже какая-то прям большая беседка из дерева. Так. Что это непонятно разукрасили они? В общем, местечко мне уже понравилось. Так, давайте всю территорию обойдем. Все покажу вам. Самое интересное, что здесь есть. Так, что здесь написано у нас? А, здесь завтраки. Здесь, скорее, какая-то кафешка была. Завтрак, экспатик. В общем, непонятные фразы. Воу. Все из дерева. Конечно, круто. И вот такой там домик стоит. Посмотрите, как он смотрится красиво на фоне этих зеленых лугов крымских. Просто попали сегодня с вами в сказочную долину Скифа. Очень интересно. После нее отправимся в Старый Крым и окажемся уже в Старом Крыму. И, кстати, где-то в районе этой долины находится сафари-ранч. Возможно, тоже его будем проезжать, покажем вам. Так, вот такой здесь деревянный мостик. Там, скорее всего, еще какое-то водохранилище, походу, потому что, видите, русло реки проходит сюда вниз. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, возможно, там тоже есть водоем. На своей территории они вот сажают деревья. Давайте посмотрим. Инжир далматский, плоды светло-зеленые. Созревание первое начало июля, 2 август-сентябрь. Вот так, друзья, молодцы, что свою территорию так они облагораживают, высаживают деревья. Но я хочу подняться вот сюда. Мне прям интересно, что здесь находится в этих камышах. Есть ли тут какое-то озеро, либо нет. Да, друзья, там, оказывается, тоже какие-то домики есть. И озеро. Как же вам их показать? Сквозь эти камыши. В общем, смотрите. Вот такое озеро. Но оно такое уже не сильно, я вам скажу, ухоженное, как то внизу было. Там вдалеке домики, кто-то реально живет. И тоже есть беседки для отдыха. Но посмотрите на эту красоту, на эту природу. Просто, друзья, нет слов, как выразить вам все эти эмоции. Еще цветущие деревья. Так, нас собачка тут пугает. Но пойдемте, надеюсь, не укусит нас. На территории находятся вот такие домики. Они сдаются даже сейчас. Стоимость суток 2000 рублей. Но сюда можно приехать хотя бы на пару суток, друзья, и отдохнуть наедине с природой. Смотрите, какие здесь собачки охраняют. Идем, 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 на, идем. О, какая хорошая немецкая овчарка, друзья. Ох, собачки. Немецких овчарок я не боюсь, они добрые. У нас в детстве тоже была немецкая овчарка. Она была добрая. Смотри, какой красавчик. Идем. Просто красота. Передай подписчикам привет. Ой, друзья, шикарно. Так, взять. Чужой, чужой. Чужой. Куси. Куси, куси. Так, давайте посмотрим, что внутри домика. Вот так выглядит домик изнутри, друзья. Стоимость его, напомню, 2000 рублей в сутки. Но это считается эко-домами, потому что они полностью из дерева, из природных материалов. Посмотрите, действительно все деревянное. Прям очень необычно выглядит. Так, приближу, чтобы качество лучше стало. Вот такое качество. Вот такие здесь полочки есть с вещами. Скамеечки, столик, вот такая кровать, она двухъярусная, что ли? Походу еще ярус выдвигается, либо поднимается, не пойму. И получается здесь на 4 места она. Вот такая душевая кабинка. Вот так она выглядит. Душ, холодная горячая вода. Так, что здесь еще есть? Ага, здесь вот такой прям котел у вас стоит. Вы спите, трещит печечка, представляете? Романтично очень. Ну и здесь такая мини-кухонька у вас есть. Тоже все с водой, все с газом, чайничек, стаканчики, посуда, все есть необходимое. Ну, конечно, друзья, место, честно скажу, первый раз в жизни мне понравилось. Вы выходите, представляете, из своего домика, открываете дверь, и у вас вот такой шикарный вид на озеро, на это. Просто потрясающе. Очень красиво здесь находиться. И видите, тут много домиков, они тоже сдаются. Там, видите, домики побольше уже. Сейчас тоже в них пойдем посмотрим. Эти домики называются глэмпинги. Сейчас пойдем поближе. Видите, еще какая-то есть сауна, то ли баня. Что это такое необычно?
на Е. Кто знает, отпишите в комментариях. Да-да, скорее всего, какая-то сауна. Вон там вижу труба, печка нагревается. Вы, скорее всего, окунаетесь в какую-то горячую воду, либо там пар горячий. И потом вы просто разбегаетесь до мостика и прыгаете в это озеро. Типа после сауны, как будто, да. Ну, она, наверное, новенькая, потому что еще запакована, они ее только устанавливают. Поэтому здесь еще будет и вот такое интересное место. Идем, идем. Вот, смотрите, что это такое? Есть кедровые бочки, знаю, где париться. Это что-то очень похожее на такую бочку. В общем, искупались и пошли купаться. Здесь у них живут уточки. Прям здесь, смотрите, какие здоровенные. Так, к ним интересно. Ну, по мостику к ним не дойти, он, походу, такой чисто для уток создан. А ну? Нет, друзья, не можно дойти. Главное, чтобы они не спрыгнули. Не бойтесь меня, я к вам с добром. Смотрите, какие красавцы. Просто. Давайте, не буду их пугать. Отсюда подсниму. Приближу просто камеру. О, друзья, красивые уточки вот такие здесь тоже обитают. Просто красота. Одна вот такая здоровая, наверное, самая главная здесь. Остальные уже идут такие поменьше. И вот такая замечательная природа. Просто, смотрите, насколько здесь красиво, тихо, спокойно. Солнышко уже у нас спряталось, но все равно здесь прекрасно просто. Апитерапия, вот, Нет, не слышали. ложишься на улики, дышишь улевым воздухом. Живым воздухом. Тут, показать пока ничего я Ну, не потому что смогу. зима Видите, сейчас еще да, готовится все к еще- сезону, еще- друзья. Так, вот так еще расскажите, что здесь происходит? Мы ложимся на улики Да, и дышим воздухом этим, да? Да, улевым воздухом. Вот Ага. пчела, когда выпаривает мед, вот, и вы этим дышите. Ага. Там вентиляционное отверстие. Ну да, вот можешь пройти, да, Да, показать? конечно, конечно. Вот, прям на эти можно сесть, тут Они лечь. изолированы. Сюда подушечки мы выкладываем Ну да, здесь с травой. такой воздух. Вот. Ну тут даже сейчас, по-моему. Ну да, есть немного такой воздух, да. Там пчелы живут. И сейчас. И сейчас живут, да? Да, но они не вылетают сюда. Они... У них выход на улицу изолированы, получается. да. Ага, друзья, получается, прям здесь сейчас живут пчелы, только вход у них получается со стены домика на улицу. Сюда они никак не могут вылететь, все безопасно. Не бойтесь, что вас покусают. Так, вот так, друзья, выглядит глэмпинг. И зимой здесь можно, да? Так, заходить не будем в обуви. Отсюда покажу вам. Вот так, друзья, выглядит глэмпинг. Посмотрите, тоже очень уютно и вот так атмосферно. Все из экологических материалов, из дерева, да? Ну, очень прикольно. Сколько такой стоит снять его? 1700. 1700 такой, да? Понятно. Там. Ну, летом дороже, наверное, да? Или тоже 1700? Там даже бывает и дешевле. Ну, в общем, друзья, вот такие здесь цены. Здесь на территории есть своя пасека. Можно приехать здесь даже купить свой собственный мед этого производства с горных, наверное, трав, цветов. Вот так, друзья, выглядят улики. Я боюсь, что они покусают пчелы. Они здесь уже летают. Посмотрите. Ну, пасека такая, я вам скажу, не маленькая. Много ульев есть. Так, давайте пчелку подснимем. Откуда они тут залетают? Вот она. Ой. Ну, помните, у меня уже был видеоролик про пасеку, где мы снимали. Но я там был в специальной форме. В общем, вот такое прекрасное место. Много уликов. Можно приобрести такой настоящий крымский мед с горными травами Крыма, я думаю, он будет. В общем, действительно чудесное местечко. Ой, скорее всего, сделаю ребяткам даже бесплатную рекламу. Оставлю их номер в описании под этим роликом, либо в закрепленном комментарии. Заходите, кого заинтересовало. Звоните, останавливайтесь, покупайте медок настоящий крымский. А вот так у нас пчелки живут в улье. Так, они начинают что-то подозревать, ребята. Мне кажется, нам нужно уходить отсюда. Чужак пришел к улью. Уходим срочно. Все, срочно уходим, пока на нас не напал рой пчел. Ну что, друзья, вот такое сегодня было путешествие. Поездили с вами по Крыму, увидели много интересных мест. И, конечно, чисто вот случайно попали конкретно в это место.